Рыбаки, здорово. Ездил на рыбалку, но, к сожалению, рыба не клевала, поэтому с рыбалкой видео не будет. Но будет видео. Некоторые товары с Алиэкспресса, которые я заказал к этому сезону. Возможно, некоторые вам пригодятся. Но в связи с последней ситуацией будьте осторожны. То есть посылочку получили, упаковку открыли, быстро ее выкинули, руки помыли и все, огонь. Ладно, погнали. Как говорится, не будем о плохом. Итак, начнем с первого. Это вот такой вот поплавок. Он светящийся. И не просто светится, а еще с индикатором поклевки. То есть при поклевке он меняет цвет. Давно я себе его хотел заказать, но что-то так вот и не получалось. Сейчас заказал. Так, комплектация у нее идет сам поплавок. Вот в таком тубусе. И я нашел специально уже с батарейками. То есть идет вот такой вот зарядник под один аккумулятор. И в комплекте два вот таких вот аккумулятора. Так, как заряжаются, я покажу попозже. Сейчас покажу, как сам поплавок работает. Сюда внутрь поплавка вставляется сама эта батарея контактом вверх. И закручиваем. Вот так вот. И все. Поплавок светится. Так вот, думаю, видно. Кстати, светится он очень-очень ярко. То есть, если, к примеру, ночью на дальний заброс ловить метров на 20, его будет свободно видать. Покупала я его специально для того, чтобы ловить вечером в тростнике, так как, к примеру, вот такие вот поплавки, они огружаются, у них видать только эту пипку. Ее практически, то есть, не видно в тростнике, особенно в сумерках. То есть тростник торчит, и вот эти плавки их не видать. Такой же поплавок, то есть, будет видно. Единственный, конечно, он немножко длинноват. Сантиметров, наверное, почти 30. Даже где-то написано. Нету. 27. Вроде в районе 27 сантиметров. А в тростнике иногда, вот где ловишь, глубина уже такая идет. Но, возможно, буду пробовать. Возможно, вот даже нижнюю часть придется немножко укоротить. А также вот тут идет контакт. Вот он, маленький. И когда сюда уже попадает вода, он замыкается и меняет цвет на красный. Ну, в конце ролика, видео, я покажу, как он это работает. Так сказать, проведу испытание. И еще какой плюс. То есть, если нам нужно, например, ловим днем, нужно отключить батарейку, то просто берем, вытаскиваем ее и переворачиваем. То есть, так сказать, огрузка поплавка не меняется. Перевернули и все. Он уже не светится. И можно ловить, не меняя грузила. Вот опять перевернули в сумерки. Все, он горит. Также хочу заметить, таких аккумуляторов хватает. Я испытывал, где-то 3 часа он светил. И только немного погас. В общем, 2 аккумуляторов на ночь хватит с головой. Ну, особенно ночью карася тоже он не клюет, а в сумерках, я думаю, самое то. Заряжается он от обычного повербанка. То есть, к примеру, если ночью ловите, пока один заряжается, на второй ловим аккумулятор. Вот так вот горит он синим цветом, индикатор тут идет. Также есть зарядники сразу под 2 аккумулятора. И вставляем аккумулятор вот так вот. Загорается красный. Как только загорится опять синий, значит все, аккумулятор заряженный. Вот так вот. Так, идем дальше. Поплавок классный. И да, кстати, заказал еще себе таких вот поплавков, только уже без вот такого контакта. Если, например, этот один поплавок вместе с батарейками стоит в районе 300 рублей, то там уже идет 3 поплавка, просто светящиеся. И да, еще хочу заметить то, что данный контакт слишком высоко выведен. То есть при поклевке ему придется плавку, считай, полностью под воду уйти, чтобы сменил цвет.
контакты желательно бы, конечно, где-то он пониже должен быть. А если поплавок огружать недалеко до контакта, ну это уж слишком. Поэтому слишком высоковат он, конечно же, стоит. Поэтому он заказал еще себе 3 поплавка, то просто светится без вот этого контакта. Думаю, они классно себя покажут. Так, ладно, следующее. Итак, следующее, что самое интересное такое, это вот такой вот компрессор. Стоит тоже недорого, и заказал я его, то есть для того, чтобы возить живца. Например, куда-то на дальнее расстояние едем. Сам кан у меня обшит утеплителем, таким отражателем хорошим. Покупал я подороже. И то есть вода в нем холодная, летом сохраняется, а зимой, к примеру, не замерзает. Но летом есть еще один минус. К примеру, плотва или какая-то другая рыба. Карась он живет, хорошо. Но плотва, она летом не живучая. Поэтому вот докупил такой-то компрессор. И главный его плюс, то что он работает от повербанка. И работает очень-очень тихо. То есть поначалу, когда он пришел, я его включил, я думал, то, что он вообще не рабочий. Ну, качает прям очень тихо. Это идет такая вот резиновая оплетка. И, кстати, хочу заметить то, что качает он очень хорошо на кан 10-литровый. Его хватит просто с головой. И работает от обычного повербанка. Вот он качает. На камеру, наверное, даже еле-еле слышно. И также в комплекте идет вот такой вот шланг с распылителем. Шланг, конечно, мягковат будет. То есть, ну, можно в любом другом магазине купить чуть пожестче. И все, одеваем шланг. И компрессор работает. Тоже испытание покажу в конце видео, где вместе с поплавком там. И уже покажу, как качает данный компрессор. Еще хотел показать, то есть по расходу. Обычно вот такого вот повербанка на 3000, мне кажется, на очень долго хватит его. Так. Как тут? То есть вот так вот расход 0,8 ампера. 0,08, даже вот так вот ампера. К примеру, если куда-то едете очень далеко, подключили повербанк побольше, к примеру, вот такой вот, и он будет просто неделю качать воздух живцу. Вещь, короче, классная. Я думаю, и поставлю ее в кан, где-нибудь сбоку дырку сделаю, чтобы не через основной крышку. И все. Вот тут идет карабинчик также в комплекте. То есть зацепили его, повербанк сбоку кармашек. И живец всегда с кислородом. Классная вещь. Своих денег однозначно стоит. А вот сколько он проработает, ну, конечно, по отзывам я посчитал, хвалят. В основном, кто заказывает, это заказывают, кто живет в деревнях и у кого часто отключает свет для аквариумов. Например, свет отключили, они подключают его от повербанка и свободно аквариум качает. Там даже аквариумы до 30 литров используют, он вполне справляется. Так, следующее, что интересное, ну, это такие вот идут мормышки. Пришли они, конечно, мне поздно, шли очень долго, месяц 3. Уже защита из стекла. Деньги я, конечно, не возвращал. Стоят они в районе 100 рублей. На фотографии, конечно, казались меньше. Я их не испытывал, врать не буду. Но думаю, то, что по окуню работать будут отлично. Крупновато немножко, конечно, да. Но на окуне, думаю, самое то. На головля, возможно. Но в следующем уже сезоне испытаю. В этом сезоне ездил вот по последнему льду. Ну как по последнему, лед толстый, мокрый, бурить невозможно. На жерлице тишина и на удочке тишина. Как-то так, не получилось показать рыбалку. Так, переходим, так сказать, уже опять к лету. Следующее, что хотел показать, это вот такой вот поводковый материал. Материал вообще классный. Стоит 200 рублей.
Тут я ходил в магазин. Ну, тут, конечно, фирма продается. Самый дешевый нашел тоже 20 метров, 800 рублей. Да, за такие деньги он, конечно, бы и не сдался. А так, 200 рублей. Материал классный, прочный. Я уже даже, кстати, переоборудовал ложки. Перевязал поводки на данный материал. Вот так вот. Еще также поводки у меня были на обычной леске плетеной, но очень часто путались. Все равно что-то не то. А так вот данный материал просто, блин, классный. И стоит дешево. 20 метров. Все поводки на всех снастях перевязать, я думаю, хватит за глаза. Да, и нашел еще дешевле, в районе 100 рублей. Тоже ссылочку оставлю. Может, кто-то подешевле закажет. Ну, так, брал я 25 ЛБ на 11 килограмм. Там его всего 3 вида. На 15, если я не ошибаюсь, и на 35 вроде. Точно не скажу. Посмотрите. Я взял средний. Так, следующее. Это вот такие вот куча светлячков. Я их заказывал еще к зиме. Хотел, так сказать, ловить на них налима. То есть там идет такой крючок с большим грузилом, стуколка. И на нее, вот я посмотрел видео, крепят вот такие вот светлячки. Также хотел их использовать на вот таких вот поплавках. Тут, то есть, вот это поплавки я покупал, пипка данная, вот это снималась. И сюда можно было вставить данный светлячок. Ну, я их вклеил, потому что что-то они вылетают. И тут в комплекте идут вот такие вот переходники. То есть и без всего. Вот так вот. В общем, можно как-нибудь приделать. И уже, если, к примеру, не заказали такой вот поплавок, заказали таких вот. Тут их 50 штук, 100 рублей. К примеру, в наших магазинах вот такая одна пачка стоит минимум 40 рублей. А это, считай, блин, сезона на 2, на 3, я думаю, хватит за глаза. К примеру, в основном я буду пользоваться этим же вот поплавком. Это, возможно, на следующий сезон, на налима. Либо на колокольчики поставлю. Вот так вот. В общем, качеством отличные. Светит 24 часа ярко, на второй день уже, ну, слабовато. На день, на 2 рыбалки хватит их с головой. И вот, как уже сказал, в комплекте с переходниками. То есть можно прикрепить на любой поплавок. Можно, конечно, просто не париться и на изоленту, так хоп, и все. Так, следующее, что хочу показать, это такие вот вертлюжок с карабинчиком. Идет набор 5 размеров, общее количество 100 штук. До этого я заказывал вот такие вот пачки, вертлюжки с карабинчиками, но тут есть брак. Из 50 штук 10 штук бракованные, кривые, не вертятся. Ну, в общем, заказывать можно, тоже пойдут. Также нужны были очень маленькие и покрупнее, поэтому заказал вот сразу набор. Вот идет самый маленький. Так, сейчас. Кривой. И самый большой. Вот так вот. Использую я их в резинке в основном. То есть на мелкие я уже к леске их привязываю и на них креплю крючок с поводком. На большой креплю саму резинку и грузило. Крючки с поводками креплю отдельно, потому что просто так ее легче закинуть. А так крючки за все цепляются, путаются. Это потом уже закинули резинку и отдельно уже их нацепляли. Так вот. 5 размеров, то есть, я думаю, под любую ситуацию они подойдут. 100 штук. Фирма, если правильно прочитаю, Danol. Вроде так. Они также выпускают крючки, двойники там различные. Кстати, заказал двойники, до этого я заказывал другой фирмы.
И вот такой вот фирмы заказал, тоже испытаю. Посмотрим. Вот так вот. Маркировка. Так, и следующее, что интересно, это леска. Вот такая вот леска. Заказывал я ее специально для зимних жерлиц. Так как основная леска, которая у меня стояла, была непрочная. То есть чуть зацеп и сразу отрыв. Либо где-то там ее чуть залет, а край заденешь, и тоже уже обрывалась. Взял я 6 номер, то есть на 30 лб почти. Чересчур, конечно, толстовато, это получилось 0,40. Берите, к примеру, на размер поменьше. Она жестко идет, поэтому на размер поменьше, думаю, самое то. И да, хочу сказать то, что это не флюорокарбон. Хоть тут написано. Также у продавца на странице написано то, что это не флюорокарбон, а леска с покрытием флюорокарбона. Но леска, хочу сказать, своих денег стоит. Стоит она, конечно, дешево. Цену сейчас не помню точно. Но 500 метров. Тут, конечно, нет 500 метров. От силы метров 300-400. Но на все жерлицы, я их поменял, на всех жерлицах мне хватило. И также вот резинку сделал из нее, из такой лески. Но вот чересчур толстоватый заказал. Поэтому берите на размер поменьше. 0,40 толстовато. Немного, конечно, память у нее, возможно, есть. А на размер поменьше вообще классно. Идет вот в таком вот пластмассовом тубусе. Удобно. Не разматывается ничего. Вот так вот. Оп. И все. И в коробушку. Так, и последнее, что хотел показать. Это такие вот стопора силиконовые. Я уже их показывал в предыдущих видео. Но это уже идет большой набор. Тут их 100 штук. А самих 100 штук упаковок, вот этих вот фиксаторов. А самих стопоров 600 штук. Так как удочек у меня немного, и поэтому, к примеру, если еду за карпом, либо за щукой на живца, приходится часто очень перевязывать удочки. То и дело, считай, переделывать. Поэтому такие вот стопора уходили просто на раз. И решил заказать вот сразу большую партию. И, кстати, стоит 100 с чем-то рублей 600 штук. Я думаю, сезон на 2, на 3 хватит. Качество отличное просто. В магазине такие тут стоят одна вот такая штучка 10 рублей. Вот так вот. Считай, за 100 штук, если идет, 1000 рублей отдай. В общем, качество отличное. Заказывайте, пользуйтесь. Ладно, сейчас пойду покажу данный поплавок в действии, как он работает при поклевке в воде. И сам компрессор. Вот, так сказать, самые две интересные вещи, что я заказал с Алиэкспресса к данному сезону. И также вот поводковый материал. То есть в магазинах оригинальные, конечно, стоят 1500, 800 рублей, самый дешевый я нашел. Может, конечно, где-то есть еще дешевле, но 800, даже 800 рублей отдавать за этот материал, хотя вот даже вот это вот просто не уступает, мне кажется, оригиналу. И да, кстати, там есть еще поводковые материалы с свинцовым сердечником. Они уже стоят чуть подороже. Ссылочку я тоже оставлю. Возможно, кому-то пригодится. Особенно карпятникам. Ладно, сейчас покажу испытания данных девайсов в воде. Итак, поплавок вот. Пришлось налить 2-литровую бутылку воды. Слишком уж он длинный. Ни в одну банку не влазит. И то есть рыбу придется вот так вот уточить. Почти весь, чтобы он поменял цвет. Вот как только вода касается контакта, происходит смена цвета на красный. Зеленый, красный. И также вот даже руками вот так вот замыкается, меняет цвет. Сейчас выключу свет и покажу, как будет все ночью.
так вот, и фонарик отключаю. Происходит поклевка. Оп. И сразу меняет цвет. Как только вот вода касается контакта, поплавок становится красным. Ну, слишком уж они, конечно, высоковато, блин, его задрали. Даже вот когда руками замыкаешь, он меняет цвет на красный. А так светит очень ярко. То есть издалека, я думаю, метров 20 его будет спокойно видать. Если ночью, то есть вам нужно далеко закинуть, вы его увидите прям 100%. Прям очень ярко. Вот так вот прям. Можно даже что-то подсветить им. И батарейки хватать надолго. То есть пока на одну ловим, вторая заряжается. Если, к примеру, 2 плавка, можно просто батарейку докупить. Стоят они там дешево. Так вот меняет цвет. Прям яркий такой красный. Кстати, поначалу, когда вот только я зарядил батарейку и сразу воду, он не так сильно меняет цвет. Поначалу он как желтоватый, потом батарейка чуть-чуть прям подсаживается и начинает вот прям ярко-красным. Так, ладно, с поплавком все понятно. Теперь сам компрессор. Сам шланг, конечно, в комплекте идет такой длинный, но мягкий. Да хотя, что мягкий? Думаю, пойдет. Опускаю сам камень на дно. Распылитель. Компрессор, к сожалению, не водонепроницаемый. Сюда его. И повербанк на 3000, 1 амперный. То есть мощного вообще не надо. Сколько она там? 8 сотых потребляет ампера. И подключаю. Как бы фонарик, ладно, водонепроницаемый, его не затопит. Смотрите, мне кажется, то есть на кан 10-литровый стандартный данного компрессора хватит просто с головой. То есть вот так вот цепляем и все. И сам, к примеру, это кан. Где-нибудь сбоку дырочку сделать, чтобы не через основную крышку, то и дело ее открывать. Так будем. А где-нибудь сбоку с краю данный компрессор тоже сбоку повесили. И туда же повербанк в какой-нибудь кармашек. То есть вот так вот. И, конечно, да, провод вот сам идет тоже длинноватый. Чересчур. Ну, тоже можно скрутить. И вот так вот его сбоку. И все, пожалуйста. У нас живет с воздухом. Куда-то на дальние расстояния ехать. No problem, как говорится. В общем, заказывайте, пользуйтесь. Вещь годная. Даже скажу, очень годная. До этого я находил там что-то похожее, но компрессор уже в 2 раза больше идут. И на батарейках. Батарейки такие здоровые. Находил я на Алиэкспрессе эти батарейки аккумуляторные. 500 рублей одна стоит. То есть дороже вот данного компрессора. А если отдельно покупать данные батарейки, то есть придется каждые 2-3 рыбалки, возможно, не знаю, насколько их хватит, покупать новую. А так, повербанк зарядили. И, пожалуйста, у вас... мне кажется, такого даже вот повербанка хватит на неделю. Он на 3000 идет. Ну, не на неделю, конечно. Не на 3, точно. Так сказать, на рыбалку на выходных. Ну, в общем, классно он. Воздуха очень много идет. Ладно, спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока.